Всем привет! Оля снова с вами, и сегодня мы поговорим о брюках. Конечно, брюки бывают разными. Брюки с выточками, со складками, с защипами, с брезборкой, брюки классические, брюки палаццо, трубы, дудочки, кюлоты, бермуды, джоггеры, бриджи, ну и многое-многое другое, всего и не перечислишь. Если кто-то обладает базовой выкройкой брюк, он просто счастливчик. На основе базовой выкройки можно моделировать любые фасоны брюк, какие только мы себе можем представить. Даже различные комбинезоны можно шить без проблем, имея собственную выкройку основы брюк. И сегодня вместе с вами я хочу построить эту самую базовую выкройку брюк. Кстати, советую для начала построить свою идеальную базовую основу плечевого изделия. Шить комплекты и костюмы – это здорово. К тому же, по ней, по базовой выкройке плечевого изделия, мы с вами сможем без проблем построить выточки на брюках. Если на верхней части и на брюках расположение выточек будет в одном месте, это будет выглядеть эстетично и дорого. Итак, мы с вами сняли все необходимые мерки, записали, конечно же. Я сразу записываю с прибавками, если это необходимо, и сразу делю на 2. Сейчас я все это озвучу, и вы должны сделать то же самое со своими данными. Эти данные, сразу говорю, это не мои данные, это моей клиентки. Она достаточно низкого роста, метр, наверное, 58 примерно, но она достаточно такая фигуристая. Итак, обхват талии 57, прибавляю 2 сантиметра на свободу, получаю 59, сразу делю на 2, получаю 29,5. Обхват бедер 89, к обхвату бедер я прибавляю 4 сантиметра, получаю 93, сразу делю на 2, получаю 46,5. Обхват колена измеряем обязательно в сидячем положении. 38, прибавляем 3 на свободу облегания, получается 41, сразу делю на 2, получаю 25. Далее обхват щиколотки. В моем случае это 22 сантиметра. К обхвату щиколотки можно прибавить 8-12 сантиметров. Я беру среднее число 10 сантиметров, получаю 32 и сразу делю на 2, получаю 16. Высота сидения 26 сантиметров, на свободу я беру 2 сантиметра, получаю 28. Высота колена, то есть высота колена от паха до колена, также в согнутом состоянии наше колено, у меня получается 32 сантиметра, и здесь я ничего не прибавляю. Далее длина брюк или длина изделия отмеряем от линии талии по боку до линии пола. Ну и я отнимаю 2 сантиметра от этой метки. Получаю 102 от линии талии до пола. Отнимаю 2, получаю 100 сантиметров ровно. Все, мерки у нас готовы. Можно их отложить, но недалеко, чтобы мы их видели. Вы, конечно же, берете наточенный карандашик и чертите по чистому листу бумаги. У меня уже кое-что здесь набросано. Это только для того, чтобы я ничего не забыла вам передать. Я беру фломастер для того, чтобы вам было лучше видно. И мы начинаем сверху. Я пока уберу утяжелителя. Бумага скручивается, но я думаю, что вам будет понятно. Немного отступив для удобства от верха, ну у меня тут сантиметра 4, мы просто берем вот так и произвольно проводим горизонтальную линию. Так, утяжелители на место ставлю. Теперь, немного отступив от края листа, также для удобства, вот так я провожу вертикальную линию по прямой. Также пока произвольную. И на пересечении этих двух линий, вот здесь в уголочке, ставлю букву Т. Далее от точки Т вниз мы откладываем высоту сидения плюс 2 сантиметра. Если у меня высота сидения 26 сантиметров, прибавляем 2, получаем 28. Значит, я ставлю точку S. Через эту точку, также горизонтально, по горизонтали я провожу пока произвольную линию. Ну, она будет достаточно большой, как бы на всю сетку. Сетку мы чуть позже, да, с вами определимся с сеткой. Для построения передней части брюк, то есть линии банта, нам необходимо обхват бедер разделить на 20 и отнять
1. Значит, если у меня обхват бедер 89 сантиметров, делим на 20, получаем 4,45 и отнимаем 1, получаем 3,45. От точки S я откладываю 3,45. У меня, конечно, будет не точно, потому что фломастер жирный, но вы постарайтесь сделать более точнее. 3,45 откладываю от точки Т вот сюда тоже по горизонтали. И соединяю эти две точки прямой линией. Здесь я ставлю точку В, здесь я ставлю точку А. Далее обхват бедер, прибавляем 4 сантиметра на свободу и делим на 2. У нас уже все расчеты имеются, то есть у меня 89 плюс 4, деленное на 2, 46,5 получилось. Значит, от точки А по горизонтали я откладываю 46,5. Ставлю точку А1. Если у вас миллиметровка, как у меня, можно просто провести линию вверх. Если чистый лист, значит от точки В мы откладываем также 46,5, ставим точку В1. И соединяем эти точки. Для построения задней части обхват бедер мы делим на 10 и прибавляем этот 1 сантиметр, который отняли от переда. У меня 89 у моей модельки обхват бедер. Я делю на 10, ну, соответственно, получается 8,9 и прибавляю 1 сантиметр. Получаю 9,9. Откладываю то, что у меня получилось от точки А вот сюда по горизонтали. Ну и также от точки В1 также по горизонтали сюда. Здесь я ставлю точку S1, а здесь точку T1. Теперь смотрите, от точки В вниз по стандарту мы должны отложить 5 сантиметров. Но у кого-то эта точка будет ниже. Возможно, у кого-то эта точка будет выше, но я таких еще не встречала. То есть минимум 5 сантиметров. Я откладываю 5 сантиметров. Вы делаете то же самое. Откладываете сюда 5 сантиметров. А уже при примерке, когда вы сошьете себе макет или пробник, как это назвать, вы уже себе определите на 1 сантиметр ниже, на 1,5 сантиметра ниже. Но я думаю, что ниже уже некуда. Ставлю точку П. Теперь смотрим, если есть животик и разница между обхватом бедер и обхватом талии менее 15 сантиметров, тогда от точки П вправо откладываем 1,5 сантиметра и ставим точку П. То есть мы ее же переносим вот сюда на 1,5 сантиметра. Здесь не нужно менять точку P1, P2 и так далее, не нужно. Пусть это будет точка P. Делаем то же самое, если животика нет, но разница все же небольшая, то есть менее 15 сантиметров. Если животик есть и разница между обхватом бедер и обхватом талии более 15 сантиметров, точку P просто оставляем на месте. То же самое в случае, если и животика нет, и разница большая. То есть мы эту точку оставляем на месте. Далее отрезок АП делим на 4. Смотрю, сколько у меня получился отрезок АП. 23 сантиметра. 23 делю на 4, получаю 5,75. Ставлю точку P1. Если ваша точка P вот сюда сдвинулась, тогда просто точку P, новую точку P, соединяем прямой линией с точкой P1. А точку P1 вот так плавненькой вогнутой линией соединяем с точкой S. Переходим к задней половинке наших брючек. Ну, для начала от точки T1 через точку S1 вниз мы проводим произвольную пока линию вертикальную. Это у нас уже образовалась сетка. Вот у нас 2 вертикальные линии и 1 горизонтальная. Пока ничего не трогаем, то есть нижнюю линию мы пока не определяем. Итак, от точки В1 вправо нам необходимо отложить согласно таблице
Если разница между обхватом бедер и обхватом талии менее 10 сантиметров, мы от точки В1 вот сюда откладываем 1 сантиметр. Если разница 10-15 сантиметров, откладываем 1,5-2 сантиметра. Если разница 16-25, откладываем 2,5-3 сантиметра. Если разница 26-35, откладываем 3-3,5 сантиметра. Если разница более 36 сантиметров, то откладываем 3,5-4 сантиметра. Эту точку я называю точкой Z. Далее отрезок В1А1 мне нужно разделить на 3 равные части. У меня получается 28, делю на 3, получаю 9 и 3. Ну, значит, вот так, 9 и 3 я оставляю приблизительно, ставлю точку Z1. Соединяю точку Z1 с точкой Z. Теперь точку Z1 плавной вогнутой линией я соединяю с точкой S1. И эта линия должна быть как продолжение вот этой линии Z1Z. То есть вот она должна прям вот так вот идти ровненько на нее. Видите, никаких здесь изгибов, никаких изломов, ничего нет. Теперь мы соединяем прямой линией точку Z с точкой P. Если она у вас новая, значит с новой точкой P. Далее делим отрезок АА1 ровно пополам. Так, у меня получается 46,5, делю пополам. Получаю 23,5. Ой, 23,25. Так. Через эту точку вверх и вниз я провожу прямую. Вверх вот так вот до линии талии и вниз пока произвольно. Вот это пересечение я называю точкой В2. Жирный фломастер, очень толстый. Теперь мы берем высоту бедер, прибавляем 2 сантиметра и откладываем от точки В2 вниз. Значит, если у моей модельки высота бедер 18 сантиметров, прибавляем 2, будет 20. Вот она моя меточка. 20 сантиметров. И эту точку я называю точкой Б. Теперь мы с вами измеряем отрезок ЗП. У меня это ровно 43 сантиметра. Можно вот так записать. 43 сантиметра. Далее мы берем с вами обхват талии с прибавками, деленное на 2. То есть вот она у меня уже рассчитанная эта цифра. 29,5. И отнимаем 43 от 43, 29,5. Получаю 13,5. И эти 13,5 мы с вами должны заложить в выточки. 1/3 от 13,5 у меня пойдет на приталивание по боку. Но не все так просто. Я буду откладывать на спинку 30%, а на полочку 70%. Значит, сначала мы находим с вами 1/3, то есть 13,5 делим на 3, получаем 4,5. 4,5 мы с вами умножаем на 30%. Получаем 1,35. Значит, от точки В2 вот так я откладываю в сторону спинки 1,35. Не называю эту точку, это нет необходимости здесь. Значит, дальше 4,5 умножаем на 70%, получаем 3,15. От точки В в сторону полочки откладываю 3,15, ставлю точку. Теперь эти точки просто соединяю с точкой Б. Пока по прямой. От 13,5 у нас осталось 2/3. 2/3 это 9 сантиметров. Ну, тут легко посчитать, да? Смотрите, 13,5 делим на 3, умножаем на 2. В принципе, можно вот так. У меня просто здесь написано 4,5 это 1/3, умножаем на 2, потому что 2/3, получаем 9. Вот они, 9 сантиметров нам нужно заложить в выточки. Вот сюда. Кстати, совсем забыла, нам необходимо выровнять линии вот этой средней выточки, то есть приталивание, да? То есть я измеряю сначала от точки Б по спинке линию, у меня получается 22.
И то же самое мне нужно вот так перенести на полочку 22. Чуть-чуть она у меня поднимется. И у меня получается чуть-чуть будет вот так приподнятая. Видите, совсем-совсем на чуть-чуть. Совсем на капелюшечку. Здесь, наверное, где-то примерно 0,3 миллиметра. Но так как у меня фломастер жирный, получается больше. Но главное, чтобы вы поняли, да, что вот эта линия должна соответствовать вот этой. Раствор выточки должен соответствовать. Ну и теперь можем смело переходить к выточкам. И расположение и длину выточек я буду брать по базовой основе. Просто беру базовую основу плечевого изделия. Вот у меня середина спинки, это у меня спинка. И вот она у меня выточка. Значит, от середины спинки до верхней вершины я вот так промеряю расстояние. У меня получается 9,25. Значит, смотрите, вот она у меня середина спинки, то есть середина задней половинки по брючкам. Значит, от точки Z по линии талии я откладываю 9,25. Ставлю точку, это у меня будет середина задней выточки. Далее я беру полочку, опять же, плечевого изделия. Вот она у меня выточка, верхняя точка выточки, верхняя вершина. Вот она середина полочки. Значит, от середины полочки до верхней вершины выточки у меня 9 сантиметров. Значит, здесь по передней половинке от серединки, то есть от точки П, вот так я откладываю 9 сантиметров, ставлю точку. Это у меня будет середина передней выточки. Кстати, что касается длины выточки, мы тоже можем взять по базовой основе. Значит, это у меня выточка по спинке. Ее длина 13 сантиметров. Смотрите, здесь очень важно. Прикладываем линеечку вот так ровно, уголочком, да, ровно по линии талии. И проводим среднюю линию выточки вниз. И уже по этой линии мы отмеряем длину выточки по спинке. 13 сантиметров. Длина выточки по полочке у меня 16,5 сантиметров. И также я прикладываю вот так уголочком по линии талии. И провожу прямо вниз под прямым углом прямую линию. Так. И уже отмеряю 16,5 сантиметров. Все. Сейчас будем с вами рассчитывать раствор выточки по спинке и выточки по полочке. Базовую выкройку плечевого изделия можно уже убрать. У нас осталось 9 сантиметров. Значит, я беру свои 9 сантиметров и 60% я отложу на спинку, 40% я отложу на полочку. Значит, беру 9 сантиметров, умножаю на 60%, у меня получается 5,4. Сразу делю пополам, потому что у нас две стороны выточки. Значит, в одну и в другую сторону от средней линии выточки я откладываю по 2,7. Сразу можно соединить эти точки с вершиной выточки. Далее 9 сантиметров я умножаю на 40% и сразу же делю на 2. Значит, 1,8 я откладываю от средней точки передней выточки и соединяю с вершиной. Если выточка будет слишком большой, можно, конечно, сделать 2 выточки. Но на базовой основе я оставлю одну, и при моделировании всегда можно что-то изменить или добавить. Итак, с выточками мы с вами закончили. Опускаемся ниже. И от точки S и от точки S1 вниз по боковым линиям мы с вами отмеряем длину от паха до колена. У меня это 32 сантиметра в моем случае. Откладываю от точки S вниз 32 сантиметра. Ну, можно, в принципе, здесь у меня
миллиметровка, поэтому я просто прокладываю прямую линию по линии, по линеечкам. Так, ставлю точку К и К1. Здесь можно поставить К2. Теперь мы можем с вами отмерить длину брюк. То есть по средней линии нашей от точки В2 вниз я отмеряю свои 100 сантиметров. Сейчас подтяну, чтобы вам было видно. Вот так. Вот она моя меточка, 100 сантиметров. Вот она. Так, и через эту меточку я провожу прямую линию, линию низа. Теперь свои боковые линии и среднюю линию опускаю до линии низа прямо. Неудобно, когда бумага скручивается, конечно. Приходится пользоваться вот так утяжелителями. Так, значит, среднюю линию тоже опускаем до линии низа. Прямо. Называю точки N здесь. Сюда N1 и сюда N2. Теперь поработаем немножко с коленками. Значит, если у меня обхват колена, опять же я беру свою шпаргалку, обхват колена 38, плюс 3 сантиметра на свободу, получилось 41. Делим на 2, получаем 25. Но к задней половинке я буду прибавлять 1 сантиметр, от передней половинки я буду отнимать 1 сантиметр. Значит, смотрите, что мне нужно сделать. 25... Прибавляю 1, получаю 21,5. Отмеряю, измеряю сетку задней половинки. У меня получается 33 сантиметра. 21,5 можно прям так. Отнимаем 33 сантиметра. Получаем 11,5. И делим это число на 2. Получаю 5,75. Значит, мне нужно от точки К1 вот сюда и от точки К2 вот сюда отложить 5,75. Ставлю точку. Пусть это будет точка L, L1. И можно соединить точку L с точкой S1. Точку L1 с точкой B. Пока я провожу все прямые линии. Что касается передней половинки, значит, у меня половина обхвата колена 25, вспоминаем. Отнимаю 1 сантиметр для передней половинки, получаю 19,5. И отмеряю сетку по передней половинке, получается 27. Отнимаю 27. У меня получается 7,5, делю пополам, получаю 3,75. Значит, от точки К2 вот сюда и от точки К вот сюда я откладываю 3,75. Ставлю точку L2 и L3. Соединяю прямой линией L3 с точкой S. L2 с точкой B. Обратите внимание, вот здесь получился угол с одной стороны и с другой стороны. Этот угол мы просто должны смягчить, но ни в коем случае не забирать ширину, а смягчать мы будем вот так. То есть выточку вот так будем делать вот здесь закругление. Понятно, да? То есть вот эта линия прямая уже будет не нужна, а выточка у нас будет вот такая плавная. Вот эта линия крайняя будет вот такая плавная. Ну и теперь переходим к самому низу и делаем практически то же самое, что и по линии колена. Единственное, что к обхвату щиколотки мы с вами прибавляем не 3 сантиметра, как к обхвату колена, а все 10. То есть к обхвату щиколотки мы можем прибавить 8-12 сантиметров. Я взяла среднее число 10 сантиметров. Обхват щиколотки у меня 22 сантиметра, я прибавляю 10, получаю 32. Тоже мы это с вами
рассчитывали, вот, и делим пополам, получаем 16. Ну и так же, как и по коленке, мы с вами к 16 для задней половинки прибавляем 1 сантиметр, получаем 17. От передней половинки отнимаем. Можно вот так написать, здесь будет 17, здесь будет 15. Но сетка у нас остается такая же. Здесь 33 сантиметра, можем проверить. 33 сантиметра, здесь 27. Для задней половинки 33 сантиметра отнимаю 17, получаю 16. Делю пополам, получаю 8. Значит, от точки N2. Вот так, в сторону задней половинки откладываю 8. И от точки N1 откладываю 8. То есть вот эти точки я пока оставляю. Дальше, здесь у меня 15 сантиметров, ширина сетки 27. Отнимаю 15 и делю пополам, получаю 6. Значит, от точки N2 откладываю 6 и от точки N откладываю 6. Ну и теперь просто соединяю эти точки вот так. Значит, давайте назовем эти точки точкой R, R1, R2 и R3. Вот так. Соединяю точку R3 с точкой L3. Соединяю точку R2 с точкой L2. Точку R1 с точкой L1. И R с точкой L. Еще что нам нужно сделать, это измерить отрезок SL3. Так. У меня получается 32,2. И точно такой же отрезок у нас должен получиться LS1. Если у вас, смотрите, у меня получается примерно на 0,3 спускается эта линия. Вот, я ее спускаю. Возможно, у вас получится, что она поднимется, либо спустится на больше, до 1 сантиметра здесь возможно. Вот здесь поправляем обязательно. Сейчас я уберу лишнее, чтобы вы понимали, да, что я убрала, вот получается вот отсюда. Так, вот так я тут заклеила лишнее, вот она моя новая линия. От точки S1 до точки Z1. Буквально она у меня опустилась на 0,3 сантиметра. И что еще касается выточек. Смотрите, у меня достаточно широкая выточка по спинке. Если у вас тоже более 5 сантиметров выточка по спинке получилась, тогда можно сделать 2 выточки. Но я решила, что по базовой выкройке я оставлю именно одну выточку, независимо какой она у меня ширины, какой она у меня длины. Оставлю одну выточку, потому что все-таки это базовая выкройка. И базовую выкройку мы с вами будем моделировать в разные модели брюк, разные фасоны. Поэтому здесь при моделировании можно что угодно сделать. Можно размоделировать на 2, на 3 выточки. Можно сделать какую-то складку. То есть, ну, много всяких вариантов. Поэтому я оставлю одну выточку большую по спинке. Смотрите, я уже здесь спрятала лишние линии. И у меня получилась такая красивая линия бока и линия талии. То есть я ее здесь немножечко вот так смягчила, да, вот эту линию. Ни в коем случае не забираем ширину, иначе мы в эти брючки не влезем, не войдем. Ну и в принципе все. Базовая выкройка брючек для, ну, можно сказать, стандартной фигуры у меня готова. Дождитесь следующего видео. В следующем видео мы с вами поговорим и построим выкройку базовую для фигур с особенностями.